Не порть свитер, пожалуйста, нет, иди отсюда куда-нибудь. Всем привет и добро пожаловать на мой канал. У нас намечается влогмас, мне кажется, это первый раз на этом канале. И я решила, поскольку у меня жизнь сейчас не очень активная, да, я обычно учусь, влоги будут не совсем актуальны, потому что, ну, одно и то же, видите, я уже смотрю по тенденции влогам, что вам становится все скучно и скучно их смотреть, в чем я вас, в принципе, понимаю, потому что в моей жизни ничего не происходит, кроме учебы. Но я решила записывать небольшие болтологические видео, вы можете предлагать темы, которые вам нравятся. Сегодня в этом образе мы запишем 2 видео, так что не удивляйтесь, что я буду вот так, тут 2 раза, в 2 видео вам сиять этим свитером. О чем я хотела бы сегодня поговорить? Я знаю, что на ASMR-канале вам зашло такое больше психологическое видео, и я решила еще на одну тему с вами уже поговорить здесь. Это тема «Почему мы недовольны?». Я ее очень запомнила, я даже, кажется, как-то про нее говорила отдельно на стриме, потому что я с ней частично не согласна, хотя это по сути, по исследованию психологов, это верная схема. Я вам ее объясню, и вы уже тоже сможете порассуждать, согласны вы или нет. Я пока нахожусь где-то на половине, хотя когда первый раз услышала, я помню, я с профессором долго спорила, что это не так. Но профессора было не переубедить, поэтому в контроле надо было написать, что это так. Почему люди недовольны? Пример. Вы идете на работу, скажем, вы работаете секретаршей. Да, вы пришли на работу, у вас есть определенный распорядок дня, у вас есть определенные кисюнь, она так на руки смотрит, определенные планы на тот день. И представьте, что вам все время кто-то звонит, какие-то люди что-то спрашивают, вы злитесь, потому что они вас злят. Что мы в этот момент, да, думаем, если вот я была на месте секретарши, как достали эти люди? У меня плохое настроение, потому что эти люди вот прям с тупыми вопросами 25 раз. То есть виноваты люди. По сути, это не так. Виноваты мы. То есть мы несчастны из-за себя, а именно из-за наших ожиданий. То есть виноват не тот человек, который портит, по вашему мнению, ваше настроение, а ваше изначальное ожидание от дня, например, на работе, что вы успеете это, что вы, например, обеденный перерыв будет нормальным, и у вас уже все распланировано, тут вы приходите, и эти люди начинают вас бесить, потому что они выбивают вас из вашего ожидания идеального рабочего дня. Понятно, мне кажется, многие поймут, почему я здесь не согласна, потому что, по сути, да, если бы этих людей не было, или если бы они не так нервировали, или еще что-то, то настроение бы у меня же было бы хорошее же, да? То есть виноваты люди, а нет. То есть если изначально настраивать себя, что я пойду на работу, и там у меня будут кучу странных звонков, как нам сказал профессор, то вы уже будете не в таком плохом настроении. Знаете, это hoping for the best, but expecting the worst. Это вот Russian accent on top. Ладно, скажу нормально, потому что мне кажется, когда я говорю с таким акцентом, люди думают, что я не могу нормально на английском говорить. Hoping for the best, but expecting the worst. И получается, что, да, проблема это мы. Сейчас мы взяли самое легкое, это работу. Обычно это трудно понять в отношениях. Многие семейные психологи, когда вы к ним приходите, и у вас определенные проблемы в отношениях с вашим, например, партнером, мужем, с которым вы уже какое-то время живете, или даже если вы просто, например, встречаетесь и у вас проблемы с партнером. Когда разбирают эту ситуацию вот как бы с самого начала, оказывается, что проблема не в партнере. Это, знаете, как пример, когда вам говорят, что правильно, есть палочками или есть вилкой с ложкой. И то. Один привык так, другой привык так. Тут нету правильного и неправильного. То же самое, когда вы заходите в отношения, да, начинаете отношения с человеком, у вас в голове есть определенные стандарты, которые у вас появились, не знаю,
из кино и от родителей, да, что-то вот, что в вашей голове является идеалом. То же самое у другого человека, у него есть определенные представления о идеальных отношениях, семье и все в этом роде. Тут вы приходите, естественно, вы не одинаковые люди, у вас не могут быть на все одинаковое мнение. И тут вы начинаете, каждый из вас, быть недовольным отношениями, потому что вот тот партнер, он такой плохой, он, например, там, не знаю, что-то не сделал, он не убирает носки, а она плохо варит борщ, к примеру, да? Но по сути это не она виновата и не он виноват, а это виноваты вы. Вы ожидали от партнера, что он будет убирать носки, а он от вас, что вы будете хорошо готовить борщ. Но это не должно было так быть. То есть как бы нет, проблема опять же во всех наших плохих настроениях, разочарованиях, депрессиях. Я сейчас не говорю, естественно, насилие, что-то такое, потому что всегда есть умники, которые вот, ну прям, вот, она говорит, во всем виноваты мы, а есть вот такая ситуация. Я говорю вот именно о таких простых ситуациях, да, где мы чем-то недовольны. Понятное дело, если вас кто-то ударит, и вы умрете, ну, можно тоже по-разному, конечно, смотреть эту ситуацию, но в общем и целом там все в большей части виноваты не вы. В большей части. Конечно, где-то может быть виноваты вы, но этого человека никак это не оправдывает. Я не хочу сейчас брать вот эти... Просто я вам это тоже оговорила, потому что 100% будут люди, которые будут такие ситуации в комментариях писать. Мы же сейчас говорим о довольно стандартных ситуациях, где мы просто недовольны каждодневной жизнью, где у нас плохое настроение, либо у нас вот такие вот случаются. То же самое с друзьями, в отношениях, даже когда мы, например, с чем-то недовольны в нашей внешности. Дело не в нашей внешности, да, мы родились определенным образом, да, у нас определенная генетика, у каждого там что-то можно улучшить, что-то можно ухудшить, да, плохим образом жизни, но если не брать там какие-то кардинальные пластические операции, у нас есть определенная внешность, которая нам дана родителями, природой. И наше вот это вот начинание «я недовольна этим, я недовольна тем», это почему? Это потому что мы увидели какой-то идеал, ну или навязанное обществом мнение идеала, да, и мы хотим вот так. То есть если бы мы от себя не ожидали, что мой нос будет вот таким вот, а губы будут вот такими вот, нам бы свое тоже нравилось. Если бы изначально нам это мнение не навязали, да, как люди в эпоху барокко и рококо хотели быть девушки такие красивые и кровь с молоком, и девушка, которая была не такая, не любила свою фигуру, потому что хотела быть такой, сейчас опять же мы идем в другую сторону. То есть опять же виноваты не наши фигуры, не наше лицо, а наше ожидание. Из этого всего я постаралась привести примеры прям из разных аспектов жизни. Следует, что каждому человеку для того, чтобы он был счастливый, нужно просто ставить себе реалистичные ожидания. Например, идя на работу, вы должны понимать, что все не будет по плану и что вполне возможно, что вас будут там нервировать даже в 50-60% случаев. Если вы изначально не будете идти и думать, ой, я точно вовремя сегодня закончу, и я вот точно с этим справлюсь, вот там, не знаю, до 4 часов, а будете плюс там еще 2 часа, например, себе додумывать, что да, скорее всего, тут мне надо будет задержаться, там мне надо будет доделать. И тогда, наоборот, если как бы вы справитесь раньше, то вы будете счастливы. То же самое в отношениях. Начиная отношения, не надо ждать от партнера, что он будет вашим идеалом. Надо понимать, что надо точно себе, например, 5 пунктов каких-то в голове выделить. Вот это негативные стороны партнера, с которым я никогда, ни при каких условиях не готова соглашаться. А все остальное, там какой-то быт, дела, разговоры, мышление человека, оно не должно быть идеально. Вы должны понимать, что вы разные люди, вы должны понимать, что у вас будут стычки по причине разного мнения, и тогда вся эта ситуация вам тоже уже не будет казаться плохой, она вам будет казаться нормальной. То есть тут главное в вашей голове нормализовать ваше восприятие мира, уйти немножко от идеала, да, хотя вот говорят, да, нужно всегда стремиться к лучшему. Стремиться, да, но надо реалистично воспринимать мир. Вот партнер не может быть идеальным,
Пойдя на работу, не может быть все идеально. Приходя на почту, в 50% случаев или даже больше вы будете стоять в огромной очереди. И заходя на почту и видя эту очередь, не надо, блин, все задолбало, опять очередь. Вы должны понимать, что идя туда, там будет очередь. И вы ее выстоите, и ничего в этом ужасного нет. То есть нужно определенные аспекты жизни, которые априори обычно не идеальны, воспринимать как норму, а не как что-то плохое. В этом самая главная мысль данной теории. Чтобы человеку быть счастливым, не нужно менять мир, не нужно менять внешность там, кардинально, да, но если вам это очень хочется. Я вообще говорю, да, не нужно менять работу, не нужно ходить злой на почту, нужно просто изначально в голове изменить свой ход мышления. То есть и тогда, когда вот, например, человек приходит к психологу и говорит, я ненавижу свою работу, я ненавижу то, я ненавижу это. И когда психолог долго работает с человеком и пытается изменить его мышление, что вы не ненавидите работу, вы ненавидите, потому что она не идеальна. А поскольку ничего не идеально, это нормально. Поэтому не надо ее ненавидеть и быть прям такой уж грустной, да? Просто воспринимайте это как обыкновенный, нормальный день. Улучшить можно, но воспринимать это как депрессия и все вообще пошло в жопу, так не надо. И это тоже очень помогает людям контролировать свою агрессию, потому что если вы не будете воспринимать другого человека как причину вашего негативного настроения, а будете воспринимать себя как причину вашего негативного настроения, вы не так будете на него злиться. То есть тут тоже плюс. Опять же, я во многом здесь не согласна или, скажем так, не совсем согласна. Мне будет интересно почитать ваши комментарии, что вы думаете по поводу данной теории психологов и терапии плохого настроения, даже не депрессии, давайте плохого настроения и агрессии по отношению к миру. Ну, а на этом у меня все. До другого влогмаса.